Беги, бро! Бибидун захватила остров морского бога! Небеса сегодня вторят моим желаниям, Тансан. Тансан уже на этапе превращения его костей в божественные доспехи. Однако неожиданно появилась Бибидун 99 ранга со своими титулованными старейшинами. Это никак не похоже на иллюзию, все достаточно правдоподобно. Без босса Иси, верховной жрицы острова, это нападение действительно могло быть успешным. Неужели Бибидун захватила остров морского бога? Что будет с наследием Тансана? Как показали в серии, Бибидун и титулованный Золотой Крокодил действительно объединят усилия. Они вместе с другими титулованными мастерами появились на острове морского бога и начали яростную атаку на 7 стражей священных столбов и монстров Шрека. Это заставило Тансана покинуть место испытания. Хотя все показано очень правдоподобно и реалистично, но в этом и заключается суть испытания. Тансан должен думать, что все это происходит по-настоящему, иначе пройти этот тест будет очень легко. Очевидно, что Бибидун не может появиться на острове морского бога в это время. Однако представьте, что увидел Тансан. Бибидун и Золотой Крокодил безжалостно держали в заложниках стражей острова и его друзей, всех монстров Шрека. Они были схвачены Бибидун и находились в ее паутине. На самом деле, такое невозможно в реальном мире. Даже если Бибидун действительно придет, морской бог не проигнорирует такое. Это была иллюзия, которая проверяла Тансана в критический момент. По сути, иллюзии – это слабое место Тансана. Достаточно вспомнить, как он сражался с титулованной морской иллюзией. В том испытании он не смог сдержать свои эмоции. На этот раз Тансан не мог вынести, как самые важные для него люди страдают в лапах коварной Бибидун. Естественно, он хотел защитить их и спасти. Но Тансан в итоге все равно разберется и не провалит испытание. Он догадается, что 7 стражей острова могут использовать силу 7 священных столбов, чтобы противостоять захватчикам. К тому же титулованный Золотой Крокодил не в ладах с Бибидун, он сам прогнал ее с перевала Дзялин. В следующей части испытания Тансан в маске вошел в большой бальный зал. Он должен найти того, кого любит, то есть Сяову. Среди толп людей Тансану нужно найти единственную настоящую Сяову. Цель этой оценки ясна – проверить любовь Тансана к Сяову. Кроме того, бог Асура появился в испытании и впервые заговорил с Тансаном. Тансан не использовал молот чистого неба, так почему тот появился? На самом деле есть две версии. Это также иллюзия, или Асура на самом деле пришел к Тансану, что в принципе возможно. Мы наконец детально увидели облик бога Асуры. Было показано его настоящее лицо из плоти и крови. 6 рук и 3 головы смотрятся пугающе. Каждая из 3 голов бога Асуры отличается, что выглядит очень странно. Очевидно, что лицо посередине – это настоящее лицо Асуры. По сравнению с величием морского бога, Асура более грозный, его аура смертельна. Асура хотел сделать Тансана своим наследником, и кажется, он действительно не сдался. Поэтому лично пришел и вошел в иллюзию Тансана. Внезапное появление Асуры явно имело свою цель. Однако это могло легко привести к отказу от наследства морского бога. Нужно знать, что божественная сила Асуры довольно ужасна. Более того, очень опасно, когда наследник находится под влиянием другого бога. Что-то подобное произошло с Танченем, который пострадал от вмешательства бога Ракшасы, в то время как проходил испытание Асуры. Как и ожидается от бога уровня короля, его аура полностью отличается от ауры бога ангелов или морского бога. Вероятно, сложность испытания Асуры также намного выше. Итак, Тансана ждет 3 испытания. Бибидун, угрожающий его друзьям. Второй была оценка, в которой нужно найти Сяову. А третьей было внезапное появление бога Асуры, мешающее наследию морского бога. К слову, все эти испытания являются оригинальными. В новелле они были немного другими. 4-й тест, в ходе которого Тансан лишился кости левой ноги, создал иллюзию Сяову. Тансан увидел Сяову сразу после того, как она пожертвовала собой, с ее душой на грани угасания, вызывая у него сильный страх. Благодаря предыдущему опыту, сердце Тансана было подобно железу, подавляя чувства под влиянием морского бога. После этого кость левой ноги от короля злобных касаток перешла на 4-ю платформу, достигнув божественного уровня. Когда Тансан прошел этот 4-й тест, он сразу почувствовал, что его тело начало меняться. Первоначально золотые кости, мышцы и вены начали постепенно краснеть, приобретая чистый золотой цвет, который имела Тянь Ринсюэ, когда она атаковала в полную силу. Пройдя испытания 4 эмоциями, Тансан был на полпути к становлению богом. Божественность морского бога капля за каплей ассимилировалась в него. На данный момент еще оставались 3 духовные кости, которые не были удалены, и Тансан знал, что эти кости были самыми важными. Кость туловища от короля китов выявила огромную ненависть этого зверя. Черепная кость сгущает ментальную силу. Поскольку эта кость в голове,
Ее изъятие, несомненно, причинит Тансану самую сильную боль, и эта кость слилась с частью энергии сердца морского бога. Тансан понятия не имел, что произойдет, когда он пройдет испытание. Далее идет кость левой руки от обезьяны Титана. Она происходила от Армина, и с его отношением к Сану тест этой кости не должен стать проблемой. Но самое главное заключалось в том, что эта духовная кость скрывала божественную силу Асуры. Тансан мог быть почти уверен, что удалить эту духовную кость из его тела будет очень сложно, даже если сила бога Асуры уже была подавлена и спрятана в его молот чистого неба. До конца аниме осталось всего 5 серий. Довольно скоро мы сможем увидеть финал всей истории боевого континента. Уверен, будет очень здорово. Как по-вашему, появление Асуры также является иллюзией, или он на самом деле пришел поговорить с Тансаном? Напишите в комментариях. Возможно, бог Асуры беспокоился о потере наследника. Как бы там ни было, Тансан станет двойным богом. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.